Каждый день начинается он по-разному, но в то же время каждый день это одинаково. Сына в школу, дочку в садик, дальше еду за цветами. Вот здесь я закупаюсь цветами, то есть они приводят сюда цветы с Эквадора, и я уже отсюда забираю свои готовые коробки. Здесь у нас есть растения, домашние комнатные растения. Здесь есть вазы, всякая такая мелочь, ленточки. Именно этот оптовый магазин, он больше сфокусирован на живых цветах, на больше необычных цветах. Все говорят, это красиво работать флористом, ой, собираешь цветы, фотографируешься, видео снимаешь. Никто не видит на самом деле какую картину, что каждая коробка такая вот весит примерно 20 килограмм. И там холодно, здесь жарко. Круг общения изменился, что сейчас меня окружают все такие трудоголики, у которых по несколько работ, которые зарабатывают очень хорошо, не потому что они такие удачливые, а потому что они трудятся нон-стоп. Hi, my love. Очень благодарна, что вы здесь, вы с нами всегда, вы с первого дня. Я очень благодарна, мы очень благодарны. И давайте общаться, давайте дружить. И всегда мы рады вас здесь видеть. И покупайте цветы. Этому магазину ровно год, наш первый. За этот год мы открыли еще 2 магазина. Это один в пригороде и один в Калифорнии. И сейчас мы уже открываем магазин в даунтауне. Это центр Чикаго. Я знаком, наверное, лет 10 назад. Мы как-то виделись, пересекались. Благодаря Ханаке я познакомился с Мирим. Я, в принципе, знал насчет Мирим, но мы никогда не общались, не пересекались. И как-то Ханакей говорит: давай, Нурке, Мека, мутите что-то. Творческих вам успехов. И я, на самом деле, я рад за ваши успехи. Любой ваш творческий проект я готов вас поддержать, так же, как и вы поддерживаете мои проекты. Спасибо вам за дружбу, процветания вам и новых побед! Да, теперь мы будем играть. Время есть, да? Идет уже? Первая работа в Америке это была housekeeping, это был потом в Макдональдсе я работала.
А в Чикаго уже моя первая работа, это была вот официанткой. Потом такая стабильная работа, это была работать в салоне красоты, это делать ногти. Около 4 лет проработала в салонах красоты. То есть я работала 2 года, потом я вышла в декрет, то есть родила сына. Когда я уже не могла зарабатывать деньги на личные свои расходы, я сидела и начала искать варианты, что же можно сделать дома, чтобы у меня были экстра, лишние деньги, да, на свои расходы, чтобы элементарно попить кофе, там, и всякое такое. И вот пришла идея, так как девочки меня всегда подбадривали, всегда говорили, что вот собирать цветы у меня получается красиво, да. Когда я только решила начать заниматься цветочным бизнесом, это был февраль месяц, это было 1-14 февраля. И тогда я решила купить цветы, заказала коробки. Я была на 8-м месяце беременности. И было приятно, что когда я доставляла беременной, такая вся неуклюжая, в куртке зимой иду, и все такие пытаются дать мне чаевые. Это было очень приятно. Когда я уже была беременная Луной, я уже тогда понимала, что отношения с бывшим мужем, не идут, так скажем. И как я узнала, что он ушел, то есть наши общие знакомые из Кыргызстана сказали, что вот твой муж здесь, почему ты не здесь? Потом я не поверила, пришли его друзья, то есть его друг с женой, сказали мне, что вот он уехал, что действительно вот так вот. Но честно, я не могла поверить в это. Это было вообще неожиданно для меня, что человек вчера был здесь, а сегодня он уже в Кыргызстане, совсем уехал. И когда у тебя $35 в кармане, у тебя 2 детей, у тебя нет работы постоянной, стабильной, ты закончила учебу, коронавирус на дворе, никто не работает, садики не работают. Это было очень тяжело. Дальше через какое-то время, через пару месяцев, я понимала, что мне сложно одной работать так, что я не могла очень хорошо писать тексты. А у Ханкей в тот момент как раз Инстаграм она вела, и у нее очень хорошо получалось писать истории, как все это красиво рассказывать. И тогда у меня появилась идея, что почему бы не работать вместе с Ханкей. Ханкей, подумав пару дней, согласилась. И потом мы начали уже все делать вместе. Тогда уже у меня было 2 детей, у нее 2 детей. Она жила где-то 10 минутах от меня, от моего дома. И мы каждое утро хотели все делать вместе. То есть мне приходилось ехать, забирать Ханкей, потом мы ездили за цветами, с 4 детьми ездили обратно ко мне домой. За целый день у нас было максимум 1 или 2 заказа. Но мы встречались рано утром, завтракали вместе, обедали, ужинали вместе. И всегда так радовались, что вот у нас есть заказ. Получали мы тогда совсем мало. Выходило у нас, наверное, максимум на чашку кофе. Но мы все равно радовались, потому что это наши заработанные деньги. Всегда мы строили какие-то планы, что вот что-то надо отснять, что-то делать. Мы так пару лет работали, и тогда я попросила своих подруг, у нас было 5 человек, чтобы мы каждый собрались там по 5, по 10 тысяч, у кого как получится. Мы все сложили эти деньги и открыли один маленький наш магазин. Всех уговорила, все согласились, и наш первый 14 февраля мы решили снять помещение. Мы не продали много букетов, много заказов, которые остались. Тогда я предложила пойти в даунтаун и продать это все. Загрузили все в машину, и мы ходили по даунтауну, выбрали хороший локейшн, там, где кафе. Ходили уже с корзинами, с коробками, и
продавали наши цветочки. Было очень холодно, было настолько холодно, что ты открываешь багаж, и розы уже замерзли и почернели. Но мы тот день продали, в этой машине, мне кажется, мы почти все продали, потому что всем было интересно, американцам, что это вот цветы в коробочках, все так красиво. И потом нужно было этот весь товар с того помещения отвезти ко мне домой в склад. Это было очень много работы в тот день. В какой-то момент мне пришлось сказать, что все, я так не могу, и мы опять остаемся с Ханакей вместе. Посмотрели около 4 мест, которые нам больше всего понравились. И вот это место было самое такое, то, которое нас зацепило. И мы все время на друг друга смотрели, такие: мы серьезно это берем, мы серьезно, можем, мы серьезно это делаем. Каждый раз обнимались, каждый раз плакали от того, что на самом деле не верилось, что, когда мы были там и где мы сейчас, это был проделан такой долгий путь. Как-то была ситуация, то есть мне мой бывший муж подарил машину просто так, то, что я родила 2 детей. Это была новая дорогая машина, ту, которую я хотела, с бантиком, со всеми делами, так как дарят женщинам, машины. Все было так красиво. Но после того, как он уехал, после того, как мы разошлись, в один день, когда я вышла на улицу, чтобы поехать забрать своих детей, обнаружила, что машины нет. Просто нет. Моя машина была, ее нет. Ее забрал банк, потому что он, когда уехал, он перестал оплачивать. То есть, когда я пыталась связаться и говорить, что я могу дальше оплачивать сама, то дальше никакой информации не было. И это было ужасно, когда у тебя это единственная твоя машина, и ее просто забрали, а мне нужно было выйти, забрать детей со школы, И это была зима, холодно. Родители, конечно же, отправили деньги. Здесь у меня его друг, с женой пришли и начали искать варианты, как можно было бы мне помочь. То есть они уже говорили о том, что можно обратиться в Кыргыз Community Center, что там собирают деньги таким, как я, которых мужья бросили и ушли. Я такая: нет. То есть у меня есть родители, у меня есть родственники, я так обращаться не буду к кому-то, за помощью, Это было для меня таким позором. А дальше я уже нашла человека, тоже в такой же ситуации, как и я. У нее тоже была мама здесь, и, слава богу, ее мама могла сидеть с детьми, то есть с моими детьми, со своим внуком. И у меня тогда появилась возможность выйти на работу. То есть в первый момент у меня была мысль, что $35 в кармане, 2 детей. Мне остается только брать детей и ехать в Кыргызстан, так как моя мама тоже сказала: все, бери все, приезжай домой, только не к нему, а уже к нам домой. И я это хотела сделать, но так как мой бывший муж уехал, он не развелся со мной официально, я не могла получить паспорт детям. Я, получается, приходила домой в 6 после работы, до 9 была с детьми, и после 9 до 12, до часа ночи ходила таксовать. Там где-то были подработки, там уборка, всякое такое. Хорошо, что меня, наверное, родители воспитали так, что любая работа это не стыдно. И когда мы открылись, приходили очень много соседей. И они очень хорошо подбадривали. Когда ты в чужой стране, на самом деле эта поддержка очень сильно важна. Благодаря таким клиентам, которые верят в тебя. И это действительно благодаря им, я думаю, что мы держались на плаву. Деньги приходили, заказы приходили, какая-то сумма была, и потом мы уже от заказов и все это вкладывали в бизнес. То есть никто из нас не брал, это моя, сейчас я заработала. Нет, это все инвестировалось обратно и обратно, благодаря чему, мне кажется, мы растем, потому что мы инвестируем снова и снова. На сегодняшний день у нас 8 работников, плюс я и Ханакей. Работников нам всегда не хватает. Так как это
Работа флористом — это не такая распространенная работа, и очень сложно найти флористов, особенно в Америке, когда у нас как бы другая система, то есть мы как-то собираем другие цветы, и все, что как их опыт, нам не подходит. То есть у нас был мужчина с 17-летним опытом. Я думала, что вау, все, будет классно, он нам все покажет, он нам все расскажет. Так как у меня нету такого, скажем, опыта, да, я же как самоучка, я нигде не училась, я просто делала то, что мне нравится, но я бы хотела дальше изучать. Но когда я его взяла, я подумала, что нет, это некрасиво, и ты как бы все равно наше такое воспитание не может сказать ему, что там-то некрасиво, переделай, или, ну, это взрослый мужчина, да, ему 50 лет. Я такая, да, красиво, красиво, красиво. Через месяц он понял, что мы делаем совершенно другое. Он сказал, вы делаете классно, я немного не подхожу вам. И он ушел. Я бы хотела работать больше с испаноязычными девочками, потому что они отличаются особой трудолюбивостью, я бы сказала. Но сейчас у меня девочки есть и американцы, есть и испаноязычные, украинки, есть и молдаванки. Сегодня день рождения моего сына Амира, и ему исполняется 6 лет. И вечером соберутся все его друзья, все мои друзья, наши близкие, и мы будем отмечать его день рождения в игровом зале. Hey guys, let's go! Let's sing the happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Шестерка осталась. Happy birthday, dear Amir. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday. You can wish him candles. Yay! It's your birthday. You happy? Очень много плюсов в американских садиках. Там у них в группе всего 7 человек. Я знаю, что они кушают, чем ли мой ребенок занят. Это все отслеживается, и это, мне кажется, очень удобно. Когда у тебя дети, сложно какие-то отношения начать, да, так скажем. И лично для меня это было как-то отойти, пережить это типа расставание, да, развод, встать на ноги, это вот открыть свой бизнес. Я полностью была в работе. Я очень много мечтала. Вот хочу такого-то парня, чтобы он был таким-то, чтобы с ним можно было поговорить, о чем-то поделиться, чтобы он меня понимал, и чтобы к детям хорошо относился. И вот это все. Вот я этого хотела, и я такого же парня встретила, с которым мне очень спокойно. То есть я могу на работе ходить, переживать, там, вышла ли у меня квартплата, там надо заплатить за это, за то. А когда я вот с ним, то типа, как будто бы все так легко, все так просто, что вот он как бы поможет, что он рядом. И я бы, наверное, больше хотела сказать, что сколько бы детей не было, в каком бы ты состоянии ни была, то есть нужно всегда верить в лучшее, да, чтобы верить в хорошее. Я родилась в Аше, но я себя никогда не чувствовала, что я с Аша, потому что я там никогда не жила. То есть я выросла в Беловодске. Мы ходили на тренировки, в волейбол. Кстати, куда меня мама вообще не пускала. То есть все 4 года, которые я проходила на волейбол, у меня мама с каждой, получается, тренировки были маленький скандал дома. Мама всегда говорила, что я очень упертый человек, что я гукпет. Но в какой-то мере я сейчас и согласна, что мои дети тоже такие же, как и я сейчас. И это очень тяжело. Мой брат, мы с ним вместе поступали в Америку, вместе подали на визу. Но, к сожалению, он не получил визу. Если бы не он, я думаю, что я бы вообще не смогла бы даже уговорить родителей. Я думала, что если в Америку я не попаду, если я не получу визу, то у меня уже были запасные варианты. У каждого человека всегда должен быть выбор.